Ангелы Victoria's Secret– это воплощение современных представлений о красоте и сексуальности. Впервые ангелами стали называть моделей, принявших участие в рекламной кампании одноименной линии нижнего белья, запущенной в 1997 году. Успех был настолько ошеломительным, что год спустя ангельская команда снова вышла на подиум. С тех пор шоу стали проводить каждый год. Однако почти каждый год состав команды ангелов меняется по разным причинам. Среди них есть немало легендарных моделей. Слава пришла к Хелене в 18 лет, когда она стала победительницей конкурса красоты «Мисс Дания». Позже она представила свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная», однако высший титул девушка в итоге не получила, но привлекла к себе внимание и получила ценный опыт работы с многонациональной аудиторией. Несмотря на то, что Хелена Кристенсен провела в составе ангелов Victoria's Secret всего один сезон, именно этот первый состав до сих пор считается лучшим. В следующем году Хелены среди моделей уже не было, ее заменила Чандра Норт. Кристенсен же продолжала покорять мировые подиумы и заключила выгодные рекламные контракты, войдя в историю как одна из самых успешных супермоделей 90-х. Стефани Сеймур была первой среди ангелов, кого продюсеры заметили на обложке журнала Spot Illustrated. Но это было не единственное достижение Сеймур на момент заключения контракта с бельевым брендом. В ее портфолио были несколько сотен съемок для глянца, участие в престижных показах и титул секс-символа в придачу. Компания Victoria's Secret сделала Сеймур звездой показов коллекции нижнего белья для женщин. С тех пор девушка постоянно мелькала на плакатах и в тематических каталогах, длительное время оставаясь в шоу-бизнесе на первых ролях. В тот же период темноволосая красавица стала признанной звездой плейбоя, где ее заметил фотограф Ричард Авидон и редактор Vogue Анна Винтур. Карьера Карен Мюльдер в Victoria's Secret началась в то же время и по такому же сценарию, как и в случае со Стефани Сеймур. Обложка Spot Illustrated. Безупречная биография, сотрудничество с международными брендами. В 90-е годы Мюльдер входила в число главных звезд подиума. Она пользовалась бешеной популярностью и зарабатывала баснословные деньги за один лишь выход на подиум наряду с Кейт Мосс, Клаудией Шифер, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд. Ее ежедневный гонорар составлял не менее $10 000. К 25 годам модели уже заканчивают карьеру, но не в случае с Карен Мюльдер. Она до 30 лет не сбавляла обороты, пользуясь спросом на подиуме и в рекламе. Карьера Тайры в Victoria's Secret длилась целых 8 лет. За этот период она дважды представляла на ежегодном шоу знаменитый фэнтези-бра. В 1997 году Diamond Dream за $3 миллиона и в 2004 году Heavenly за $10 миллионов. Таким образом, в эти годы она считалась главным ангелом. Из первого золотого состава ангелов Тайра дольше всех носила титул представительницы бренда. В 2005 году девушка объявила о решении сосредоточиться на работе в кинематографе. В интервью Бенс гордо заявляла, что если она и возьмется что-то демонстрировать на подиуме, то это будет нечто небанальное, например, собственная линия одежды. Хайди Клум была приглашена в число ангелов на следующий год после ее дебюта на страницах журнала Spot Illustrated. Наряду с ангелом Адрианой Лимой она стала рекордсменкой по количеству выходов на подиум в драгоценном фэнтези-бра. Она удостаивалась этой чести целых 3 раза. Но это не главный рекорд Клум. Модель дважды после родов в кратчайшие сроки возвращалась к прежней форме. Первый раз ей понадобилось на это 3 месяца. А во второй раз после рождения 4-го ребенка она вышла на подиум уже через 5 недель. После окончания карьеры в Victoria's Secret Хайди продолжала представлять нижнее белье, но теперь уже собственного бренда. Жизель Бюндхен пришла в модельный бизнес в 14 лет, но именно контракт с Victoria's Secret сделал бразильянку звездой всемирного масштаба. Самые высокооплачиваемые модели современности здесь доверили самое дорогое – вошедший в книгу рекордов Гиннесса бюстгальтер Red Hot Fantasy Bra за $15 миллионов. Сотрудничество с моделью длилось 6 лет. В 2006 году Жизель оценила продление контракта с брендом в семизначную цифру. Согласиться на такую зарплату руководство компании не смогло. После ее ухода Бюндхен создала собственную линию нижнего белья, которую теперь представляет.
Чешская супермодель Каролина Куркова стала ангелом Victoria's Secret всего в 16 лет. На этой должности она провела целых 10 лет, за которые дважды представляла на подиуме Fantasy Bra. В то время Каролина отличалась завидной работоспособностью. В 2008 году Каролина подверглась жесткой критике со стороны прессы, которая обратила внимание на то, что модель была не в идеальной форме во время очередного ежегодного шоу марки. Девушке пришлось признаться, что она страдает от гипотиреоза, заболевания щитовидной железы, которое способствует набору веса. С возрастом она решила посвящать больше времени бизнес-проектам. Совместно с LR Health and Beauty она выпустила духи. Кроме того, Куркова заинтересовалась производством товаров для детей, включая коляски и средства по уходу. Миранда Керр стала первой и пока единственной австралийкой среди ангелов Victoria's Secret. Девушка заменила на этом посту саму Жизель Бюндхен, так что к ней было обращено самое пристальное внимание. Миранда одновременно также занимала позицию лица линии Pink by Victoria's Secret. За время работы в торговом доме девушка вошла в топ-10 высокооплачиваемых моделей мира. Звезда сотрудничала с фирмой 6 лет. Параллельно предприимчивая Миранда успевала реализовывать еще огромное количество проектов. Запуск собственной линии косметики, участие в десятках рекламных кампаний и модных показов. В 2013 году руководство Victoria's Secret объявило, что не будет продлевать контракт с Керр. Хотя официально причины разрыва названы не были, в прессе тут же появилось сообщение, что это связано с трудным характером Миранды. На подиуме ее заменила внешне похожая на нее модель Барбара Палвин. В отличие от большинства коллег, Даутсон Круз самостоятельно пробилась в первые ряды супермоделей. Одних девушек замечали скауты модельных агентств, других приглашали фотографы. Но Даутсон оказалась решительнее остальных. Она организовала любительскую фотосессию и отправила снимки в популярное агентство Амстердама, где и оценили ее красоту и самобытность. Девушка начала работать с Victoria's Secret в 2004 году, но звание ангела получила лишь 4 года спустя. Однако она считается одним из самых недооцененных ангелов. За 8 лет на этой должности она ни разу не удостоилась чести представлять Fantasy Bra. В 2011 году дебютировала в кино, снявшись в фильме «Новая земля» в роли Катарины Планциус. Затем сыграла в других картинах. В 2014 году она была признана второй самой высокооплачиваемой моделью по версии Forbes, уступив лишь Жизель Бюндхен. Этого она достигла отчасти из-за контракта с L'Oréal Париж. А пока на этом все. Хорошего вам настроения. Всем пока!